феврале 1917 года в России пала монархия, и к власти пришло Временное правительство. Но уже в октябре власть в России оказалась в руках большевиков. Они захватили Кремль в тот самый момент, когда здесь заседал поместный собор, избиравший патриарха Московского и всея Руси. Святитель Тихон был избран на патриарший престол через 10 дней после того, как к власти пришли большевики. В 1917 году начался самый трагический период в истории русской церкви. Борьба с религией стала частью политики большевиков. В первый же день после захвата власти, 26 октября, ими издан декрет о земле. Все церковные и монастырские земли объявлялись национализированными, со всем их живым и мертвым инвентарем. Затем последовали декреты, лишавшие юридической силы церковный брак, отделявшие церковь от государства и школы от церкви. Запрещено было религиозное воспитание и преподавание религии в школах. Сразу же после победы революции начались аресты и убийства священнослужителей. 31 октября 1917 года был расстрелян петербургский протоиерей Иоанн Кочуров. Его смерть открыла трагический список новомучеников и исповедников российских. Десятки тысяч представителей духовенства и монашествующих, сотни тысяч мирян стали жертвами жестоких гонений на церковь. 25 января 1918 года убит митрополит Киевский Владимир Богоявленский. Расстрелы и аресты духовенства приобрели массовый характер. Казни священнослужителей совершались с изощренной жестокостью. Их закапывали в землю живьем, обливали на морозе холодной водой до полного обледенения, варили в кипятке, распинали, засекали до смерти плетьми, зарубали топором. Многих священнослужителей перед смертью пытали. Многие были казнены вместе с семьями или на глазах у жены и детей. Церкви и монастыри подвергались разгрому и разграблению, иконы поруганию и сожжению. Разнузданная кампания против религии была развернута в прессе. 26 октября 1918 года, в годовщину пребывания большевиков у власти, патриарх Тихон в послании Совету народных комиссаров говорил о бедствиях, постигших страну, народ и церковь. Вскоре после этого письма патриарх был посажен под домашний арест. «Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь ни в чем не повинных. Патриарх Тихон». – 14 февраля 1919 года Наркомат юстиции издал постановление об организованном вскрытии мощей. Были назначены специальные комиссии, которые в присутствии священнослужителей и мирян оскверняли мощи святых. Целью кампании была дискредитация церкви и разоблачение фокусничества и шарлатанства. – 11 апреля 1919 года были вскрыты мощи преподобного Сергия Радонежского. Накануне перед воротами Троицы-Сергиевой лавры собралась толпа богомольцев. Молебны преподобному совершались всю ночь.
29 июля 1920 года Совнарком издал постановление о ликвидации мощей святых. Через месяц наркомат юстиции постановил передавать их в музеи. Впоследствии многие мощи были перевезены в Ленинградский музей атеизма и религии, расположившийся в помещениях Казанского собора. Революция и гражданская война привели к экономической разрухе. Летом 1921 года ситуацию усугубила засуха. В Поволжье и некоторых других регионах России начался голод. К маю 1922 года голодало уже около 20 миллионов человек. Около миллиона скончалось. Вымирали целые деревни, дети оставались сиротами. Именно в этот момент большевистская власть решила нанести новый удар по церкви. 19 марта 1922 года Владимир Ленин составил секретное письмо членам Политбюро, в котором предлагал использовать голод как повод для полного разгрома церковной организации в России. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне. Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. По всей стране прокатилась волна судебных процессов против священнослужителей и мирян. Их обвиняли в сопротивлении изъятию церковных ценностей. 26 апреля в Москве перед судом предстали 20 священников и 34 мирянина. В конце мая был арестован петроградский митрополит Вениамин Казанский. Он и еще 85 человек якобы подстрекали верующих к сопротивлению властям. Митрополит и другие обвиняемые были приговорены к расстрелу. Помимо гонений со стороны безбожной власти, удары по церкви наносили внутренние расколы. К 1922 году оформилось движение обновленцев. Его деятели ратовали за отмену многовековых традиций, введение женатого епископата и целый ряд других новшеств. Главной же целью было свержение законной церковной иерархии во главе с патриархом Тихоном. Для этого обновленцы вошли в альянс с государственным политическим управлением при НКВД и с его помощью добились отстранения патриарха от власти. В период между летом 1922 и летом 1923 года власть в церкви фактически находилась в руках обновленцев. Мая в храме Христа Спасителя они провели лжесобор, в котором участвовало 476 делегатов, в том числе 62 архиерея. Лжесобор постановил лишить патриарха Тихона сана и монашества, а также отменить восстановление патриаршества. Патриарх Тихон решение лжесобора не признал. В 1922 году он был заключен под домашний арест, а в начале 1923 переведен в тюрьму на Лубянке. Там патриарха подвергали регулярным допросам. 16 июня он обратился в Верховный суд с заявлением, в котором раскаялся в своей антисоветской деятельности. 25 июня его освободили. 9 декабря 1924 года на патриарха Тихона было совершено покушение. В результате его келейник Яков Полозов, вставший между патриархом и бандитами, был убит. После этого здоровье патриарха стало ухудшаться. Сотрудник ГПУ Тучков, отвечавший за контакты с церковью, требовал от патриарха подписать послание с выражением лояльности советской власти и осуждением эмигрантского духовенства. Текст послания был составлен, но патриарх отказывался его подписывать.
7 апреля патриарх скончался, так и не подписав послание. На следующий день после его кончины текст послания, якобы подписанный патриархом, был опубликован в «Известиях». Местоблюстителем патриаршего престола после смерти патриарха Тихона был избран митрополит Крутицкий Петр. Гонения на церковь между тем все ужесточались. Петр вскоре был арестован, и к обязанностям заместителя патриаршего местоблюстителя приступил митрополит Нижегородский Сергий Страгородский. Но и он в конце 1926 года арестован и отстранен от управления церковью. К тому времени многие архиереи были отправлены в лагеря и тюрьмы. Более 20 из них находились в бывшем Соловецком монастыре, превращенном в Соловецкий лагерь особого назначения. 30 марта 1927 года митрополит Сергий был освобожден из заключения. 7 мая он обратился в НКВД с ходатайством о легализации церковного управления. В качестве условия такой легализации Сергий должен был высказаться в поддержку советской власти, осудить контрреволюцию и эмигрантское духовенство. 29 июля митрополиты, сформированный им Временный Патриарший Синод, издали декларацию. Она содержала благодарность советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения, призыв не на словах, а на деле доказать лояльность советской власти и осуждение противосоветских выступлений некоторых заграничных архиереев. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Издание декларации не приостановило гонений на церковь. В 1931 году был взорван храм Христа Спасителя. По всей стране срывали и разбивали колокола. Продолжалось уничтожение икон и осквернение святынь. Аресты и расстрелы священнослужителей не прекращались. Первый удар был нанесен по противникам декларации митрополита Сергия, затем по прочим архиереям. Борьба Сергия за легализацию церкви и облегчение судьбы арестованных архиереев имела лишь относительный успех. Все новые и новые аресты происходили на глазах заместителя патриаршего местоблюстителя, который был бессилен что-либо сделать. В результате беспрецедентных по своим масштабам гонений 30-х годов церковь в СССР была почти полностью разгромлена. К 1939 году на всей территории страны оставалось лишь около 100 действующих храмов, ни одного монастыря, ни одного церковного учебного заведения и лишь 4 правящих архиерея. Еще несколько архиереев служили настоятелями храмов. Страшным памятником страшной эпохи является Бутовский полигон, на котором в 30-х годах десятки тысяч людей были расстреляны по обвинению в шпионской, антисоветской и контрреволюционной деятельности. Здесь, наряду с людьми зрелого возраста и глубокими стариками, расстреливали студентов и даже школьников. Самым младшим из расстрелянных было 15, 16 или 17 лет. Таких здесь уничтожено несколько десятков. 18-20-летних расстреливали сотнями. Мальчиков привозили вместе со старшими в крытых грузовых машинах, куда вмещалось до 50 человек. Осужденных заводили в барак, проверяли их личность по фотографиям и имеющимся документам. Процедура проверки и переклички могла длиться несколько часов. На рассвете осужденных ставили на край глубокого рва, стреляли из пистолета в упор, в затылок. Тела убитых сбрасывали в ров и при помощи бульдозера засыпали землей. Значительную часть расстрелянных составляли церковники, епископы, священники, монахи, монахини и миряне, обвиненные в принадлежности к церковно-монархической организации. Большинство расстрелянных по этой статье принадлежало к Русской Православной Церкви. В числе бутовских новомучеников 6 архиереев, более 300 священников, диаконы, монахи и монахини, псаломщики и регенты церковных хоров.
Бутовская фабрика смерти работала безостановочно. Как правило, в течение дня здесь расстреливали не менее 100 человек. В иные дни расстреливали по 300, 400, 500 и более человек. Их кости до сего дня лежат в братских могилах на Бутовском полигоне, покрытые тонким слоем земли. Положение церкви стало меняться в годы Второй мировой войны. После подписания пакта Молотова-Риббентропа к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия, затем Бессарабия, Северная Буковина и Прибалтика. В результате резко возросло число приходов Русской Православной Церкви. Когда началась Великая Отечественная война, митрополит Сергий одним из первых обратился к народу по радио с призывом встать на защиту Отечества. На средства, собранные церковью, была создана танковая колонна имени Дмитрия Донского. Такая патриотическая позиция не осталась незамеченной, и уже в 1942 году гонения на церковь значительно ослабли. Переломным моментом стала личная встреча Сталина с митрополитами Сергием Страгородским, Алексием Симанским и Николаем Ярушевичем. Она состоялась 4 сентября 1943 года по инициативе диктатора. Был поставлен целый ряд вопросов о необходимости созыва архиерейского собора для избрания патриарха и синода, об открытии духовных учебных заведений, об издании церковного журнала и об освобождении из заключения архиереев. На все вопросы Сталин дал положительный ответ. Московской патриархии был предоставлен особняк в Чистом переулке, где она располагается и поныне. Открытые гонения были временно прекращены. Многие православные приходы возобновляли свою деятельность на оккупированных немцами территориях, а после того, как Красная Армия изгоняла оттуда немцев, эти приходы уже не закрывались. Новая волна гонений на церковь началась в 1958 году. Она была инициирована Никитой Хрущевым. Первый секретарь ЦК КПСС пообещал за 20 лет построить коммунизм, а к 1980 году показать по телевизору последнего попа. Возобновилось массовое закрытие храмов и монастырей. Была значительно усилена антирелигиозная пропаганда. В СССР был взят курс на бескровное уничтожение церкви. Власти стремились оказать мощное идеологическое давление на церковь, разрушить ее изнутри и дискредитировать в глазах народа. Органы госбезопасности предлагали священникам отречься от Бога и вступить на стезю пропаганды научного атеизма. Для этой неблагородной миссии подыскивали, как правило, тех священнослужителей, которые или состояли под запрещением, или имели канонические нарушения, или находились на крючке у властей и боялись репрессий. «5 декабря 1959 года газета «Правда» опубликовала статью, в которой от Бога и Церкви отрекался профессор Ленинградской духовной академии протоиерей Александр Осипов. Отречение это выглядело внезапным и неожиданным. Однако на самом деле на протяжении многих лет Осипов был сексотом и доносил в КГБ на своих собратьев-священнослужителей. Его отречение долго и тщательно готовилось сотрудниками госбезопасности. Осипов стал обличителем религиозных предрассудков. Умирал он мучительно и долго, но и на смертном одре не уставал заявлять о своем атеизме, повторяя: «У боженек милости выпрашивать не собираюсь». В хрущевские годы важную роль в деле сохранения церкви сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим Ротов. В 18-летнем возрасте он был пострижен в монахи, а уже в 33 года возглавил одну из крупнейших епархий – Ленинградскую. Став постоянным членом Синода и председателем отдела внешних церковных сношений, при престарелом патриархе Алексии I Никодим во многом определял политику церкви. В начале 60-х годов в епископате происходила смена поколений. Одни архиереи уходили в мир иной, другие должны были прийти им на смену. Однако власти препятствовали рукоположению в епископский сан молодых образованных клириков. Митрополит Никодим сумел переломить ситуацию и получить разрешение, мотивировав это тем, что епископы необходимы для международной, миротворческой и экуменической деятельности церкви.
Дабы предотвратить закрытие Ленинградской духовной академии, митрополит Никодим организовал в ней факультет иностранных студентов. А чтобы предотвратить надругательство над пасхальным крестным ходом, что было обычным явлением в те времена, он стал приглашать на Пасху официальные иностранные делегации. В расширении международной и экуменической деятельности Русской Церкви митрополит видел одно из средств защиты ее от гонений со стороны богоборческой власти. При этом на словах митрополит был предельно лоялен властям и в своих многочисленных интервью зарубежным средствам массовой информации отрицал гонения на церковь. Это была плата за возможность работать над постепенным омоложением церковного клира. После отставки Хрущева и прихода к власти Леонида Брежнева положение церкви мало изменилось. Вплоть до конца 80-х годов церковь оставалась социальным изгоем. Невозможно было открыто исповедовать христианство и при этом занимать хоть сколько-нибудь значимые положения в обществе. Количество храмов, священнослужителей, студентов духовных школ и насельников монастырей жестко регламентировалось, а миссионерская, просветительская и благотворительная деятельность была запрещена. Церковь по-прежнему находилась под строжайшим контролем. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. Перемены в жизни Русской Православной Церкви начались в 1985 году с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева. Перестройка и политика гласности привели к тому, что церковь выходит из вынужденной изоляции, ее руководители появляются на общественных трибунах. В 1988 году состоялось празднование тысячелетия крещения Руси. Мероприятие, изначально задуманное как внутрицерковное, вылилось во всенародное торжество. Стало очевидно, православная церковь доказала свою жизнеспособность, она не сломлена гонениями и имеет высокий авторитет в глазах народа. С этого юбилея началось второе массовое крещение Руси. В конце 80-х и начале 90-х годов миллионы людей на всем пространстве бывшего Советского Союза пришли к православной вере. В крупных храмах крестились десятки, а то и сотни людей ежедневно. За следующие 20 лет в России число приходов увеличилось в 5 раз, а монастырей более чем в 40 раз. Беспрецедентный количественный рост сопровождался кардинальными переменами в социальном и политическом положении православной церкви. После 70 лет гонений она вновь стала неотъемлемой частью общества, признанной духовно-нравственной силой. Впервые после многих столетий церковь обрела право самостоятельно, без вмешательства со стороны светской власти, определять свое место в обществе, выстраивать свои отношения с государством. На рубеже 20 и 21 веков русская церковь возродилась во всем своем величии. Сегодня у церкви имеются широкие возможности для благотворительной, социальной, миссионерской, просветительской и издательской деятельности. Возрождение церковной жизни стало плодом самоотверженного труда миллионов людей. Однако оно бы не произошло, если бы не было тех многочисленных мучеников и исповедников веры, которые в 20 веке предпочли смерть отречению от Христа, и которые сегодня, предстоя престолу Божию, молятся за свой народ и за свою церковь.